27/27. Автор Таун-Таун, читает Кэт Вилд. 20-летняя туса. Немного подумав, возвещает Намджун. Юнги трясет головой, сбрасывая сонное оцепенение, и переспрашивает. «Чего?» Намджун, сидящий в кресле и наблюдающий за ним тяжелым взглядом поверх сцепленных пальцев, похож на дьявола. Дьявола есть. Какой бы у него ни было возвышенной цели здесь, на земле, для начала он решил доебаться до своего лучшего друга. Поэтому с удовольствием повторяет. 20-летняя туса. В его глазах заметен отблеск адовых костров, и Юнги отчетливо чует запах паленой плоти. То ли Намджун и впрямь откуда-то снизу, то ли у Юнги просто что-то уже пригорает от многозначительности и легкого презрения во взгляде друга. «Ты только что имел неосторожность заявить, что в свои 27 выглядишь едва ли не на 15», напоминает Намджун. «Поэтому предлагаю проверить эту нелепейшую теорию на 20-летней тусе». «Да не вопрос», ухмыляется вместо Юнги 1,5-литровых бутылки пива. «Только объясни для начала, что это за херня?» Намджун обидно смеется и тянется за сигаретой. В дыму он напоминает дьявола еще больше. Юнги мимоходом подумывает, что стоит, наверное, сходить в храм, церковь, переосмыслить некоторые вещи, но отвлекается на Намджуна и теряет мысль. «Спасибо, пиво». Намджун говорит. «Ни хрена у тебя не получится, дедуля. Ты даже не знаешь, что такое 20-летняя туса». И добавляет не менее бесячее. «Сиди в своей студии лучше и тексты про войну пиши». «Это наша общая студия», напоминает Юнги. «А ты давай не муди и поясняй, раз уж начал». 20-летняя туса — это ежегодная вечеринка, куда пускает только... Ты не поверишь. Намджун делает эффектную паузу и выдыхает вместе с дымом. 20-летних. И... Не врубается Юнги. Не врубается, но уже жалеет, что ляпнул про «неплохо сохранился, в отличие от тебя». «И ты попадешь туда», — разводит руками Намджун. «А потом покажешь мне жетон участника. Их всем выдают, всем, кто туда проходит, естественно». Его улыбка Юнги совсем не нравится, но отступать некуда. Вот как-то так Юнги оказывается в стройной очереди, ведущей в клуб. Над входом горит неоном 20-летняя туса, а Юнги уже бесит и это название, и пафосные черно-белые люди, стоящие на входе, и пестро разряженная толпа. Лучше бы он и правда сидел в студии, писал песни про войну. Это у него круче получается, чем торчать в невнятной шумной толпе и пытаться соответствовать заявленному возрасту. На одиночек вроде него, к слову, смотрит с подозрением, поэтому Юнги почти уверен в провале. Но попробовать стоит, хотя бы ради округлившихся глаз Намджуна, который увидит требуемый жетон. Впрочем, если его выгонят с позором, всегда можно будет принять суровый вид и заявить Намджуну, что он, Юнги, вообще-то хён, а за тупые шуточки и по зубам можно получить. Но это успеется. А пока какие-то жалкие остатки духа авантюризма толкают Юнги в спину и требуют хотя бы попробовать. Еще Юнги в спину толкает какой-то малолетка, чем бесит ужасно. Малолетка, упакованная в безразмерную толстовку, пялится на него, восхищенно округляя глаза, когда Юнги оборачивается. Да-да, он выглядит сногсшибательно с этими своими высветленными волосами, подводкой на глазах и в обтягивающих драных джинсах. На что только не пойдешь ради вытянувшегося Намджунова лица. И шепчет такое по-детски восторженное. «Привет!» «Ага», — соглашается Юнги. «Здравствуй». И отворачивается. А еще ему не хватало юных подаванов на хвосте. И так вся афера трещит по швам. Юнги, конечно, льстит такое внимание к его персоне, но лучше не терять бдительность и держаться в стороне. Главная цель — зайти внутрь
и выйти победителем. Желательно сразу, потому что толпа сатаневших от собственной безнаказанности двадцатилеток — это как-то перебор для его тонкой душевной организации. «Часто здесь бываешь?» — раздается в спину. Юнги оборачивается еще раз, чтобы смерить доморощенного пикап-мастера уничижительным взглядом. «Это 20-летняя туса», — сообщает он, приподняв бровь. «Здесь по определению можно побывать только один раз». «Ага, ну да», — подозрительно хитро ухмыляется малолетка и хватает его под руку, подталкивая ко входу. «Наш выход». Юнги стаскивает с носа солнцезащитные очки, выковыривает руку из захвата и неторопливо закатывает рукава. Сейчас здесь свершится правосудие. Свершилось бы. Он даже успел сжать ворот чужой толстовки, если бы юнги не похлопали осторожно по плечу и не уточнили. «Мальчик, тебе точно не больше 20?» За мальчика юнги бы давно уже втащил, и если бы на него смотрел кто-нибудь не в форме фейс-контроля. А так приходится сдерживать разбушевавшееся эго и мягко улыбаться. «Сессия меня доконала», — устало закатывает глаза юнги, едва не добавляя оттуда-то взявшееся в голове гнусавое «господин начальник». «Выгляжу на все 30. А паспорт есть?» Юнги опасно щурит глаза, но вовремя спохватывается. Не стоит сейчас включать маньяка. Мыслительный процесс стопорится, выведенный из строя каверзным вопросом. Паспорт у него с собой, конечно, есть. Но если он его покажет, придется с позором покинуть очередь и выслушать от Намджуна кучу гадостей. Мелкий засранец совсем от рук отбился. Надо бы его на место поставить. Кто паспорт-то с собой таскает? Выводит его из ступора звонкий смех того самого малолетки, чудом избежавшего расправы. Совсем мы стариканы, что ли? Юнги давится вздохом, терпит. Малолетка вешается на него, приобнимая за плечи, и заглядывает охраннику в глаза, явно посредством зрительного контакта пробираясь к мозгу. Мы только с учебы, шмотки в общаге все. Студень есть, показать? Возможно, в голове охранника отображается какое-то другое показать, потому что он от чего-то смущается, отводит глаза и сердито машет рукой. Мол, топай, не задерживай очередь. И охреневший юнги, увлекаемый чужой крепкой рукой, погружается в недра развратной шумной вечеринки. Он чувствует себя немного Тесеем, немного Эвредикой, а Орфей топает вперед, все еще сжимая его плечи, и стремится, кажется, в самый центр этого ада. А должен бы наоборот. Это если Орфей, конечно, а не Аид какой-нибудь. Аид у юнги уже есть, сидит дома, ждет отчета и жетон. Кстати, о жетоне. «Жетоны дадут?» — орет он малолетке, пытаясь перекричать музыку, но тот ни хрена не слышит. «Алло!» — рычит юнги, дергая его за руку. «Жетоны где?» Малолетка оборачивается, смотрит на него непонимающе, а потом расплывается в широкой, зверски обаятельной улыбке и приближается на расстоянии поцелуя, тянется к уху. «Отменили в прошлом году!» Каждое слово забивает юнги в мозг, оседая в нем черным пеплом. «Ты точно здесь первый раз, охотник на жетоны?» Вообще юнги по жизни охотник за головами. И одну из них он уже готов снять. Но чего-то медлит. Не то чтобы он уж такой махровый гей, но от того, как тесно прижимается горячее юное тело, становится как-то не по себе. «Святой отец, я согрешила». Хриплым намджуновым басом раздается в голове, и юнги немного теряет самоконтроль, отпрыгивая от малолетки как можно дальше. Прыгает он так себе, едва не сбивая кого-то, но цель достигнута. Пухлые губы перестают сжиматься в его ухо, а их почетный обладатель зачехляет свою бронебойную харизму и улыбается почти дружелюбно. «Пойдем», — говорит, — «здесь есть тихое место». Тихое оно только относительно всего остального безумия. Но юнги позволяет себе расслабиться, потому что такой уровень шума
он хотя бы может пережить без ущерба психике. Малолетка усаживает его на диванчик, огороженный занавесками, и стягивает толстовку. «Меня зовут Пак Чимин», — сообщает после. Но Юнги еще не готов к новой информации. Он старую толком не переварил. У Пак Чимина 6 кубиков на животе, и вовсе не детских, пластмассовых, которые как-то ради шутки Намджун приклеил пьяному спящему Юнги на пузо, клеем для ткани и обивки. Потому что, цитата, «Юнги тюфяк тюфяком, а так хоть кубики будут». Тут кубики прям настоящие, крутые, а грудные мышцы так офигенно очерчены, что Юнги даже со светлой грустью вспоминает, как когда-то 2 раза сходил в качалку, впечатленный постером у Намджуна на стене. «Ты какого хрена голый, бесстыдник?» Включает Юнги режим автопилотируемой беседы. И дед одновременно. Пак Чимин смеется очень заразительно и вытаскивает из рюкзака черную майку с тонкими лямками, натягивая ее на свое тело. Как прекрасный образец резиновой промышленности. «Здесь чертовски жарко», — не оправдывается, констатирует факты Чимин. «Я бы на твоем месте тоже разделся». Юнги бы на своем месте разделся перед таким вот Пак Чимином. Только в случае собственной смерти и наличия у этого Пак Чимина корочки патолога-анатома. Да и в том случае, наверное, на остаточных рефлексах смущенно бы прикрывался. Поэтому он коротко мотает головой, отталкивает чужие руки и смотрит максимально убедительно. Чимин пожимает плечами и валится рядом, прижимаясь к Юнги чуть ли не всем телом. Видимо, чтобы удобнее было разговаривать. Или доводить Юнги. «Тебе сколько лет?» — закидывает удочку Чимин. Юнги закатывает глаза, открывает рот, чтобы выдать что-нибудь максимально презрительное, но быстро соображает, что тут лучше не лажать. Так, это 20-летняя туса. Но Чимин здесь явно не в первый раз. Стало быть, либо он чуть младше, либо чуть старше, либо тот еще хитрожопый засранец. Одно другому не мешает, конечно. Юнги тоже хитрожопый засранец, но в силу возраста еще и осторожный. Настолько осторожный, что Намджун иногда ласково называет это паранойей. А потом улыбается натянуто и сообщает. 20. Это же 20-летняя туса. Дурака строить у него получается не очень. Мешает завышенный ЧСВ. И в речь против воли вплетается плохо скрытая ирония. Но Чимин, слава богу, ее не замечает. Мелкий совсем. Улыбается он покровительственно, оглаживая Юнги по колену. Мне 27. И если бы Юнги сейчас пил, он бы забрызгал себя, Чимина и занавески вокруг. 27. Надо же. «Зови меня Хён», — подмигивает Чимин. И не огребает по щам только благодаря потрясающе прокачанному самообладанию Юнги. Не время для драки. Ему нужно какое-то подтверждение тому, что он здесь был. А потом валить отсюда нахрен. Хён, выплевывает Юнги и даже изображает что-то вроде улыбки. Точно, спохватывает Чимин Хён. Как тебя зовут-то? У Юнги в голове проносится сразу несколько ответов, среди которых кокетливая Джессика и сухое госнаркоконтроль, предъявите документы. Но выдает он привычное. А Юнги? Юнги, пробует имя на вкус Чимин и остается доволен, в отличие от оппонента. Купить тебе выпить. Выпивка — это то, что способно примирить Юнги со вселенской несправедливостью и тупостью окружающих. Поэтому да, купить. Он рассеянно кивает. Чимин уносится, наконец-то предоставив ему время подумать. Думает Юнги крепко и с чувством. То, в какой жопе он оказался, легко оценивается по компании и обстановке вокруг. 10 баллов мерзости из 10. Ладно,
Компания еще ничего. От красивого полураздетого не то чтобы майка что-то скрывала. Пак Чимина волосы на голове дыбом встать не пытаются. Пытается кое-что другое. Но Юнги молодец. И Юнги себя контролирует. Хотя вообще-то бы с удовольствием продолжил знакомство и даже углубил бы его до неприличного. Но на других позициях. Он еще не готов называть Хёном того, кого собирается разложить по дивану. Это как с едой разговаривать. А с ней разговаривать нельзя. Если ты не Ким Сок-джин, конечно. Юнги вспоминает пугающе. Ну, здравствуй, дорогая, хрипло сказанное Намджуновым дружочком куску пиццы. И тихо гиенит, забывая о цели своего визита в этот стрёмный клуб. Что-то смешное? Любопытствует Чимин, заинтересованной улыбкой опуская на стол поднос, полный бухла. Вечер обещает быть томным. И, в принципе, обещание выполняет. Стакану к третьему Юнги вполне себе готов идти на компромисс и называть Чимина изредка Хёном. Правда, мысленно обещая себе, что после найдет и покарает. Если тот продолжит сжаться к нему, улыбаться как солнышко, а еще подскажет, где здесь можно добыть какую-нибудь равноценную замену преусловутому жетону. Это унижение, думает Юнги. Стоит того, чтобы утереть нос гадкому Ким Намджуну. Немного унижению никому не повредит. Поэтому... Чимин Хён, включает Юнги заискивающий тон и пускает в ход все свое обаяние. Представь себе, что гипотетически, что кому-то нужно добыть доказательства своего присутствия на этой вечеринке. Чтобы такое этот кто-то... Юнги сбивается, теряя нить повествования, потому что Чимин поворачивает голову и пялится на него в упор. Это как-то странновато и неуютно. Етить, выдыхает Чимин, придвигаясь еще ближе и утыкается носом в нос Юнги. Ты откуда такой красивый? Глаза у него пьянющие и на таком расстоянии будто бы даже немного косят. От мамочки. Ехидно отзывается Юнги и пихает его в грудь, заставляя отодвинуться. Вернемся к чисто гипотетической ситуации, в которой... Не хочешь переспать с Хёном? Ровным голосом предлагает Чимин. Хочу. Не видит смысла отпираться Юнги. Но это потом. Чисто гипотетическая ситуация. Тебе ведь не 20, да? Юнги давится незаконченным предложением и запивает его очередным коктейлем. 17, уточняет Чимин. 16. Перестань, просит Юнги и игриво бьет его в плечо кулаком. Подлиза. Чимин морщится, но, видимо, слишком бухой, чтобы додуматься сменить линию поведения. Мама знает, где ты. Конечно. Не раздумывая, кивает Юнги и зачем-то представляет Намджуна в переднике. Сказала, чтоб без трофеев не возвращался, вследствие чего назревает вполне закономерный вопрос. Чимин смотрит на него с тем очаровательным вниманием, которое алкоголики со стажем уделяют бутылке, и вносит рациональное предложение. Вернись к ней со мной. Чем я не трофей? Действительно. И Юнги фыркает, представляя реакцию Намджуна и решает не лишать себя удовольствия услышать ее вживую. Притягивает к себе Чимина одной рукой, второй перебирает номера в телефонной книжке, а потом интересуется с живейшим интересом. «Мам, а если я приведу с вечеринки мальчика, он будет считаться трофеем?» «Если ты приведешь с вечеринки мальчика, детка», — вздыхает в трубке устало Намджун, — «мы всей семьей спляшем на твоей могиле». Фоном у Намджуна рваные вздохи и требовательное «заканчивает там, тут я стыну». У Намджуна определенно срывается перепих. Это ли не повод для гордости? «Здравствуйте, мама Юнги», — бодро речитативит трубку Чимин, почти не запинаясь. Но в ответ уже с полминуты, как доносятся короткие гудки.
Ужасно грубый Намджун. Совсем невежливо. Стоит перезвонить. Юнги с удовольствием набирает вызов повторно. «Я тебя выебу, когда вернешься, Хён», — обещает Намджун. Если в дело пошел Хён, значит разговор серьезный. В конце концов у Намджуна там Сакджин стынет. В очередь придется встать, с наигранным сожалением вздыхает Юнги. Желает другу приятного аппетита и возвращается к Чимину вполне довольный собой. Чимин спит, пуская на его колени слюни. Юнги давно не 17 и даже не 20. Но когда тебе 17 в душе, в них и любые 27 превращаются. По крайней мере, он склонен думать так, когда тащит сонного Чимина на себе полквартала. Чимин причмокивает и бормочет что-то наивное и милое. Толстовка, накинутая на его плечи, то и дело съезжает, заставляя Юнги суетиться и терять калории. Впрочем, калории он и так теряет. Не то чтобы Чимин легкая пушинка. «Ты где живешь, алкоголик?» Почти с нежностью интересуется Юнги, позволяя себе перекур возле скамейки, на которую сгружает расслабленное Чиминово тело. Тот вяло отпирается, ворчит что-то про то, как ты с Хёном разговариваешь, и цепляется за куртку Юнги, не отпуская его далеко. Руки у него холодные, Юнги тоже подзамерз, и ситуация перестает его веселить. Даже в свои внутренние 17 Юнги остается занудным дедом и полагает, что темные летние ночи лучше проводить дома, максимум в студии, а не на скамейке посреди Сеула. «Алле, чучело!» — трясет Юнги Чимина за плечо. И тут же отшатывается, услышав протяжный тяжелый стон. Чимин переваливается на спину, демонстрируя любопытную гибкость и рельефные мышцы под задравшейся майкой. А потом просит шепотом: «Возьми меня!» и добивает Юнги хриплым: «К себе!» Сразу же портит все. Правда, сообщает, что мама будет ругаться, если он придет пьяный. Но Юнги уже фиолетово. Он включает режим хоть и щупленького, но все же пещерного человека и тащит добычу в свою берлогу. В берлоге тихо. Из-за прикрытой двери Намджуновой комнаты не раздается ни звука. А значит, кролики уже закончили свои брачные игры и сладко спят. Самое время немного пошуметь. Юнги сгружает Чимина в ванну, разрешая себе стянуть с него штаны, и врубает воду похолоднее. О, как Чимин орет! Если он способен повторить этот же чистый, без примесей звук в постели, Юнги готов пренебречь сном и продолжить знакомство прямо сейчас. Чимин ошалело хлопает глазами, старательно пытаясь осознать себя в пространстве, и дрожит всем своим хорошо накачанным во всех смыслах телом сразу. «Доброе утро, солнышко!» — радостно приветствует его Юнги. И тут же вздрагивает, когда ледяные пальцы впиваются в бедро чуть выше колена. «Юнгия!» — стонет Чимин, даже не пытаясь встать. «Что происходит?» «Да, Юнгия», — устрашающе ровным голосом произносит Намджун, появляющийся на пороге. «Не объяснишь нам, чтобы мы тоже поняли?» Сакджин за его спиной выглядит немного недовольным. Интересно, почему бы? «Это мальчик, про которого я говорил», — охотно поясняет Юнги. «Трофей с 20-летней тусы. Привел познакомить с мамой и трахаться. Можно, мам? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Намджун закатывает глаза и помогает Чимину выбраться из ванны, протягивая полотенце. Сакджин, бросая «пойду чайник поставлю», растворяется в темноте коридора. Вечеринка продолжается. «Значит, тебе 27», — убито повторяет озвученные Чимин и добавляет осторожно: «Хён». «Отлично», — ухмыляется Юнги. «Так мне больше нравится. Теперь можно и переспать. А тебе?» 18.
Еще печальнее сообщает Тимин и тут же пытается реабилитироваться веским. Ну, через месяц будет 19. Это все меняет, конечно. Нет, они все-таки спят потом, но гораздо позже. Даже встречаться начинают. И да, Тимин вполне себе способен повторить тот самый высокий звук в постели.